Приветствую вас, друзья! Привет, привет всем! Итак, уже официально подача на карту по быту только через сайт МОЗ. Итак, сегодня мы с вами подаемся на карту по быту самостоятельно через сайт МОЗ. Регистрируемся на этом сайте. Давайте, погнали! Итак, в поисковике, в браузере вводите слово МОЗ. Входите по ссылочке вот этой. Дальше переходите. Вам нужно зарегистрироваться на этом сайте. Мое конто. У меня регистрация пройдена. Я покажу, как вам зарегистрироваться сейчас. Итак, нажали на мое конто и можешь зарегистрировать ще тут. И видите вот это вот посылание. Нажимаете сюда. Здесь заполняете все поля. Фамилия, имя, дата рождения, ваш пол, обывательство, адрес e-mail ваш, к которому вы имеете доступ. Воеводство, повят, все здесь заполняете. Гмина, то есть улица, все ваши данные, ваш адрес, номер дома, где вы живете, код почтовый. Смотрите, если здесь код почтовый, вы вводите индекс, по которому вы живете. И здесь тоже вводите индекс, на который будет приходить вам, если что, вдруг письма, корреспонденция. Номер телефона. Вот, все, регистрируйтесь, придумывайте себе логин, пароль. Здесь вводите вот этот код, который видите, и подтверждаете. После этого вам на почту, внимание, после этого вам на почту придет сообщение. Вы подтверждаете его, и еще вам на почту МОЗ пришлет верификационный код. Это специальный код, который вы должны хранить для того, чтобы в будущем вы могли поменять пароль на сайте и так далее. Итак, друзья, вы зарегистрировались, у вас появились ваши данные на сайте. Вот так вот это выглядит. Здесь есть разные вкладочки, мои документы, тут ваши внески будут храниться, которые вы писали. Вот у меня, кстати, видите, один уже внесок затвержденный есть, один высланный есть, версия рабочая. И, значит, смотрите, здесь есть такой раздел право. Заходим на раздел право, ой, то есть не направо, а о контакт. Контакт. И, например, вот ужонды воеводские заходите, да, раз. И у вас есть информация, система резервации. Вот вам есть ссылочка, где резервироваться на личную подачу. Отбор карты по быту. То есть на этом сайте находится вся информация о стане справ. Телефоны до контакту. Ну, вот на этом сайте находится очень много разной полезной информации. Вам остается только его изучить. Вот смотрите, под каждое воеводство, адреса, телефоны, связи. Полностью все продумано. Меня интересует Дальношленский. Все продумано для удобства. Итак, переходим дальше. Нажимаем вот сюда МОЗ. Начинаем заполнять заявление на то, чтобы на карту по быту. Выполни внесок. Вот сюда нажимаем. Дальше нас интересует внесок о уділенні чужоземцові зізволення на побыт часовий. Нажимаем побыт часовый. Здесь ставим все галочки. Соглашаемся. Переходим дальше. В этом первом листочке выбираем свое, кто где живет, какому воеводе вы этот внесок направляете. У каждого свой будет, свой регион. Я думаю, каждый знает, где он проживает. Переходим дальше. Здесь, видите, система автоматически подставляет вашу фамилию и имя, которое вы указывали при регистрации. Все остальное вы ставите брак. Но если у вас нету попередних имен, фамилий и так дальше. Назвисько родове, вот там чего нету, ставите брак. Обязательно до заполнения имя отца, имя
матери и, внимание, суперсекретная информация, которую нельзя передавать третьим лицам. Это назвиsko родове матки. Давайте включим украинский язык, еще здесь добавим. Включим версию рабочую. Так, смотрим. Родовое прізвище матери. Вот эта информация не должна никому не передаваться, никому передаваться. А вы ее передаете всем. Это связано с вашими финансами и банковской тайной. Вот так вот. Поехали дальше. Здесь вопросов нет. Дальше заполняете данные о себе. Дата рождения, ваша стать, місце народження, национальность, громадянство, семейный стан. Видите, вы можете переключить здесь на украинский язык, чтобы было понятнее вам, или на русский. Особливые приметы. В общем, все по списку отвечаете на каждый вопрос. Здесь вопросов тоже никаких не должно возникать. Если есть, пишите в комментариях. Переходим дальше. Місце актуального перебывания на территории Республики Польша. То есть здесь вы пишете тот адрес, где вы сейчас живете. Все. Тоже вопросов нет. Идем дальше. Ну, вот здесь вот, смотрите, вернемся. Здесь вот они просят указать, если кто-то из членов семьи перебывает за межами Республики Польши. Можете ставить здесь галочку. Вот так вот, если у вас кто-то пребывает за межами. Если все здесь, то ничего не ставите. Едем дальше. Итак, здесь из этого списка цель побыта, головна мета перебування, так как вы взяли уже залончник номер 1 с работы, а это обязательно, перед тем, как вы заполняете вот эту заявку на сайте, вы берете залончник номер 1 с работы. Виконування праці ставите, то есть на работу ориентируемся. Если вы свою жизнь связываете с поляком, то тут здесь есть выбор побыт с забывателем Жечи Посполитой Польской, видите? Если вы хотите подсадить ребенка к себе, побыт с чужеземцем, ставите вот эту точечку и переходите дальше. Мы сейчас рассматриваем обычную стандартную подачу на временное пребывание от работы. Идем дальше. Сейчас вам здесь нужно указать всех членов семьи, члены семьи иноземца, которые проживают на территории Республики Польша. Вот здесь вот вы вводите данные всех своих членов семьи, выбираете, где они живут, и вот сюда додати в эту табличку. Кнопочка «Додати», кнопочка «Затвердити». Кого мы сюда вносим? Внимание, здесь есть список, и вот из списка здесь братья, дедушки, бабушки, двоюродные, в общем, вот это ваша большая родина, так сказать. Всех сюда вносите. Теща даже есть, тещова, внучка, внук, видите? Вот вы всех вносите сюда и, соответственно, заполняете все вот эти пункты и добавляете в табличку вот в эту всю свою родину. Итак, внимание, вот в этом вопросе, чи родич клопоче про дозвіл на тимчасове проживание, вы можете ставить, то есть вы на себя, если просто для себя сейчас делаете побыт, карту побыту, вы пишете или нет, или не знаю, все. Вот. І чи знаходиться на вашому утриманні, если кто-то находится на вашем утриманні, вы пишете вот здесь вот точечку так ставите. И переходите дальше. А, черт. Значит, смотрите, чтобы система пустила меня дальше, я вот тут сделаю вот так вот. Это означает, что я только один подаюсь, и никаких членов семьи со мной нет. Потому что сайт хочет, я в рабочей версии сейчас делаю, сайт хочет, чтобы я какую-то информацию внес. Идем дальше, но это нам не помешает идти дальше. Итак, следующая страничка, вам нужно указать ваши попередньо перебывала на территории Польши. Вот здесь внимательно, сейчас объясню.
А лучше покажу, друзья. Смотрим внимательно. Вот, например, я приехал в Польшу по безвизу. Указываю здесь безвиз. С вот такого-то, с 12.03.22 по 26.04.22 был безвизовый режим. С 27, видите, здесь 26, здесь уже 27.04.22 по 23, 21.09 уже у меня иная подстава побыту. Вот она, какая иная, клацаю. Это был у нас, сейчас, секундочку, статус УКР. Статус УКР. Принцип вам понятен. Вам нужно указать все ваше пребывание легальное, когда у вас что открывалось, закрывалось, статусы менялись, с какого числа и по какой год, на каких основаниях вы пребывали в Польше. Это может быть там трудовая виза изначально, потом карта побыта, когда началась, потом следующая. И вот текущий статус у вас сейчас вот есть, вы его сюда не ставите. Текущий статус вы ставите здесь внизу. Вы перебуваете на территории Польши сейчас. И здесь вы бываете. Там, дозвол на тимчасовое проживание, например. Все. Поехали дальше. Итак, дальше у нас нужно указати подорожі іноземця та перебування за кордоном поза територією Республіки Польщі впродовж останніх 5 років. Держава і період перебування. Показую. С 22.07.20 по 29.07.20 Египет. 28.08.20 по 04.09.20 Египет. И вот так вот вы должны вспомнить все свои передвижения, которые у вас в паспорте есть и которых нет. І указати вот здесь. Обратите внимание, подорожі іноземця та перебування за кордоном поза територією Республіки Польща впродовж останніх років. Вспоминайте и заполняйте эту страничку. Идем дальше. Здесь читаем. Інформація про фінансові засоби на покриття витрат на ваше перебування. Заполните поле. Что здесь писать? Показываю. Винагородження з титулу виконування праці на підставі умови о праці. Здесь що пишемо? Інформація про те, що ви маєте медичний страховий поліс. Що здесь пишемо? ЗУС. Идем дальше. Внимание. Это опросник. Информация про судимость будет передана у Державне зібрання реєстрів. Здесь нужно честно ответить. Ці дані не будуть також записані у робочій копії клопотання на вот эти вопроси. Чи вас затримали та розміщали у центрі для іноземців, чи ви були під сторожею. В общем, отвечайте на вот эти вопросы. Чи стосовно вас застосували тимчасове ув'язнення і так далі. Только не забудьте, отвечайте честно. Проверят несоответствие, отказ сразу. Переходим дальше. И вот это поле, это вам нужно будет заполнить, пишите, после раздрукування заявки. В конце вы эту заявку раздрукуете, которую сейчас заполняете. Переходим дальше. Заява инструкции. Заполните после раздрукування. Заполните после раздрукування. То есть вот эти вещи вы можете заполнить уже при личной подаче, когда понесете вот этот раздрукованный документ в ужонт. Переходим дальше. Итак, залончик номер 1. Вот эта информация сейчас будет вноситься сюда из залончика номер 1, который вы взяли на своей работе. Все, согласились со всем, переходим дальше. И здесь пошло. На ім'я ваше прізвище, адрес місцезнаходження проживання, подстава прав діяльності или юридичная основа деятельности. Да, внимание, здесь вы указываете, я чуть поспешил, название фирмы, например, да, на которую вы работаете. Вот смотрим, например, да,
название фирмы, назва, Springbox фирма, да, адрес этой фирмы вы указываете полный. И потом ее код специальный, который у вас есть в залончику номер 1. Если вы работаете на предпринимателя частного, вы указываете имя предпринимателя, где он находится. Короче, ведомости о вашем работодателе. Переходите дальше. Там может быть разница, если вы через агенцию устроены, нужно вводить по-другому. Если напрямую устроены, нужно вводить по-другому. Разбирайтесь, смотрите, заполняете. Здесь также продолжаете заполнять информацию, что стосуется работодавца. То есть здесь вы ставите вот так вот, оп, информация стосуется работодавца. Вы здесь ничего не пишете, идете дальше. Здесь заполняете, смотрите, посада работы, вид работы, это все вы записываете из залончика номер 1. Місце виконання работы и так дальше. Все, поехали, 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 все заполнили. Ставка ваша, вид работы. Если вопросы есть, пишем в комментарии. Здесь все как бы просто заполняется, переписывается с вашего залончника. Зарплату указываете, ставка, какая у вас вознаграждение, размер щомісячної заробітної платы брутто, размер ставки. В общем, всю информацию сюда даете. С залончника номер 1. А вот здесь вот, друзья, в залончику номер 1 написано, ваша организация пишет, от какого до какого числа она вас планирует затруднить. Эту информацию вы найдете в залончику номер 1 с вашей работы. Вот здесь будет начало и последняя дата, когда планирует вас затруднить ваш работодатель. Идем дальше. Здесь также пишется нам заполните поле после роздруківки. І здесь тоже після роздруківки, чи додати чергового суб'єкта, який доручає іноземцю виконання роботи. Нет. В нашем случае, в моем случае, то есть это был вот один субъект какой-то. Ну, у каждого свой вариант здесь может быть. Переходим дальше. Будут вопросы, пишем в комментариях относительно каких пунктов у вас возникают трудности. У меня здесь стоит нет. Ответ на этот вопрос. У меня нету никаких субъектов, которые доручают іноземцю виконування роботи. Переходим дальше. Итак, друзья, мы у финиша, и вам нужно просто теперь в этот залончик номер 1 сохранить и отправить заявление. После того, как вы сохраните и отправите заявление, вот это с этого сайта, этот документ появится у вас вот в разделе «Мои документы». Видите? Вы даже можете его не за один раз, то есть если вы там не уверены, вы можете какие-то изменения вносить, не за один раз можете сделать его, оставить, да, ну постепенно. Какие-то изменения, пока вы не отправили его. Вот когда вы отправили его, уже там нажали кнопочку «Отправить», у вас будет вот так вот выглядеть. Роздрукувати, відкликати і статус заявки відправлено. Вот так вот должно быть. Статус заявки відправлено. Можете переглянуть свой внесок, но потом изменений уже нельзя будет внести. Раздруковать это означает, у вас откроется документ. И мы сейчас перейдем к следующему этапу. Открывается документ у вас. Вот, например, нажали вы. Вот. Вот он у меня, вот он здесь находится. Ой, ладно, давайте вот так вот открыть. Ладно, сейчас покажу. Так, ребята, после того, как вы раздрукуете этот документ, у вас будет 3 файла. Вот такие вот.
все 3 файла нужно будет распечатать. И когда вы его откроете, один из файлов, вот этот один из файлов откроете, например, сейчас я открываю, вы увидите штрих-код, а под штрих-кодом будет у вас циферки. И вот эти циферки, которые там у вас под штрих-кодом, вы, ребята, смотрите, показываю дальше. Так, подождите, вот, заходим в контакты, заходим в Воеводское управление. Вот эти циферки отправляете визита DUPL. Раз, раз. Именно зв'язка, mail, адрес. Номер внеску МОЗ. Вот он. Все. Это вот ваш номер внеску МОЗ. Вроцлав. Соглашаетесь и отправляете. И поздравляю вас, друзья. Дело в шляпе. Если возникают вопросы, пишем в комментариях. Вы заполнили уже сейчас заявление на карту по быту самостоятельно. Лайк, пожалуйста, ставим, подписываемся на канал, делимся этим видео. И, друзья, ни в коем случае не передавайте свои данные третьим лицам. Никаких помогаек, никаких адвокатов, никаких фирм, которые подаются за вас на карту по быту. Вот все, что они делают, это вот заполняет вот это на сайте, и вы даете им там тысячи и тысячи злотых. Все, толку от них никакого нет. Всем пока, на связи.